Дорогие друзья, добрый день! Сегодня на обзоре будет рация от компании Retevis. Это своего рода новинка. Модель рации RA89. Относительно недавно она вышла на рынок. И, скажем так, ее многие ждали выхода, я в том числе. Хотя, сделаю небольшое отступление. Данная рация от компании Retevis производится на фабрике TAT. И данная рация это в принципе полный аналог модели TAT TH-UV99. Данная модель, кстати, 99-я модель, уже компания TAT сделала обновление у нее, то есть сделала поправки, исправления. Вот, так что в принципе это две, можно сказать, одинаковые рации. Вот, единственное, что в данном случае это сделано под брендом компании Retevis. Эту компанию многие знают. Она производит отличную продукцию, она контролирует качество производства своей продукции, и лично мне она точно так же очень нравится. Ко мне пришли несколько таких раций, и сегодняшнее видео будет посвящено, такое коротенькое сделаю видео, посвящено распаковке и такому небольшому обзору. Более детальный уже обзор по функционалу меню будет уже в следующем видео. Итак, приступим. Рация приходит вот в такой картонной коробке. То есть существенно ничего такого особенного. Обычная рыжая картонная коробка. В коробке у нас имеется инструкция, довольно-таки хорошая мультиязычная инструкция на многих языках. Очень подробно все расписано по функционалу, хотя я смотрел, опять-таки, вся информация взята с меню рации UV99 от компании TAT. Вот, поэтому даже кто имеет или кто заказал данную рацию, может увидеть, что в меню есть пункты, которые отсутствуют, скажем так, или они немножко изменены местами, в отличие вот от рации RA89. Ну, к примеру, даже возьмем, вот есть понятие 22 меню. 22 меню есть пункт А и пункт Б. Вот, так вот, в RA89 используется пункт Б, а в UV99 от TAT используется пункт А. Ну, это уже такое дело. Кстати, по идее, в ближайшее время у меня будет рация и TAT TH-UV99. И там уже сделаем более такую небольшой сравнительный обзор. Да. Так, инструкция довольно-таки четко распечатано все, понятно, доступно, большого труда не составит ее изучить. И тем более в интернете есть тоже инструкция на многих языках. В принципе, кому будет интересно, ее в электронном виде тоже можно скачать. Дальше, что мы видим? Просто пустой пакетик, я так понимаю, что изначально здесь должен был отдельно лежать аккумулятор. Но видно, какие-то есть нюансы в плане транспортировки, что многие рации раньше, кстати, Quansheng в том числе, приходили в рации, аккумулятор был отстегнут отдельно в коробке. Первоначально они шли, а сейчас они идут с пристегнутыми аккумуляторами, ну, по какой-то причине своей. Поэтому пакетик отдельно лежит в коробке, а сам аккумулятор уже пристегнут к рации. Так, рация находится вот в таком вот пакете полиэтиленовом. Вот так вот она выглядит. Кстати, первые рации, которые были отправлены компанией
по предзаказу, или можно увидеть на сайте компании. С обратной стороны можно чем отличить вот эта вот часть, куда крепится клипса. Вот такая вот клипса. Вот. Она была здесь вот такая алюминиевого цвета. Уже, скажем так, в последней версии, которую уже выпустила компания Red Tevis, данная часть закрыта пластиком, то есть более эстетический вид уже имеет. Нету такой вот алюминиевой такой вставки, то есть она не светится так алюминиевым куском. В комплектации также клипса, винты для крепления этой клипсы, USB кабель Type-A, Type-C с обратной стороны, так как рация имеет в аккумуляторе порт для зарядки через Type-C. Но об этом сейчас немножко подробнее расскажу. Вот такой вот ремешок для рации. Вот сюда он крепится. Здесь вот есть отверстие сверху и снизу, скажем так, сбоку. Стакан для зарядки самой рации. То есть можно рацию ставить в стакан. Чем хорошо, есть задние контакты и есть подпружиненные контакты нижние. То есть в любом случае, как бы рация ни стояла, есть пазы. То есть рация легко вставляется. И как бы ты ее не вставлял, в любом случае контакты будет. Хоть сзади, хоть снизу будут контакты соприкасаться. То есть рация будет нормально стоять на зарядке и заряжаться. При включении заряда горит красный светодиод. При окончании заряда светится зеленый светодиод. Я подключал рацию уже вот, на зарядку. То есть в зарядный стакан ставил ее. Ток потребления со стакана, то есть подавая питание через стакан, потребление идет 1,3 ампера. Я скрин вставлю в видео, уже будет видно, сколько идет потребление. Так, что еще? Сидит довольно-таки в стакане, довольно плотно. Сзади есть разъем, соответственно, под разъем Type-C. Что касаемо антенны. Антенна вот такая штатная. Так называемая штатная резинка. Ничего не тарахтит. На антенне указан диапазон. Двухдиапазонная антенна. 136, 174, 400, 480 МГц. Вот. Тип подключения SMA-M. Как мы видим вот на рации. Все довольно-таки плотно. Ничего не болтается. Все держится довольно-таки добротно. Рация сама добротная. Такая увесистая и, скажу вам так, толстенькая. Так как аккумулятор все-таки у нее на 2500 миллиампер. Но это сейчас мы отстегнем и все посмотрим уже детально. Сейчас я уберу коробку и продолжим рассматривать данную рацию. Так, по весу в инструкции и везде указывает вес рации вместе с аккумулятором и с антенной 295 грамм. На самом деле это не так. Вот у меня есть весы, хоть они кухонные, но тем не менее они относительно точные. Я их проверял. Вот сейчас мы поставили 0 и ставим рация полностью с аккумулятором и с антенной. Вес показывает 320 грамм. То есть это вот полный вес. Это без клипсы. Без клипсы, без темляка. То есть просто вот аккумулятор, антенна и рация. Вот. 320 грамм. Дальше.
По поводу аккумулятора. Реализация присоединения аккумулятора здесь очень интересная. Для того, чтобы отсоединить аккумулятор, есть вот такая клипса внизу. За нее тянешь, она так щелк, отщелкивает защелку. После чего аккумулятор приподнимается и извлекается из рации. Вот таким вот образом. С обратной стороны рации мы видим добротно сделанное алюминиевое шасси. Уплотнение контактов питания. Информация производителя. Название рации Retevis. Модель RA89. Максимальная мощность 10 Вт. Хотя в ютубе можно увидеть, люди делали замеры. У меня, к сожалению, нету приборов для измерения мощности рации. Но делая замеры на 70-метровом диапазоне, рация выдает до 11 Вт. На 2-метровом диапазоне рация выдает 9,5 Вт. Это на полной мощности. Так что, в принципе, производитель дает точные указания, точные данные. И, скажем так, они соответствуют написанному. На аккумуляторе у нас есть информация. Модель BL89. Вольтаж 7,4 вольта. Емкость 2500 мА. Тоже люди уже проверяли. Емкость аккумулятора соответствует. И как бы тут нет такой сомнения, что что-то не то с аккумулятором. Потому что действительно аккумулятор сам по себе довольно-таки тяжелый. Что подтверждает его емкость. Ну, вот отдельно взвесив аккумулятор. Сейчас. Нули. Вот, аккумулятор весит 130 грамм. Отдельно. Рация с антенной отдельно весит 191 грамм. Для чего реализована такая защелка? Так как производитель заявляет, что рация, влага, пыли, грязи, там всевозможно защищенная. Ну, конечно, не противоударная, но в плане влагозащиты это действительно соответствует. Так вот, производитель заявляет, что степень защиты у данной рации IP68. Я думаю, в ближайшем видео мы это продемонстрируем, я это испытаем ее. Да и в ютубе уже есть ролики, когда эту рацию погружают в воду, и она довольно-таки достойно выдерживает любые погружения и притом работает. Вот. Так вот, для того, чтобы защитить рацию, у нее здесь на аккумуляторе вот есть резиновое уплотнение. Вставляется аккумулятор немножко вперед, потом прижимается и вот этой клипсой щелк защелкивает. То есть для того, чтобы еще раз отщелкнуть аккумулятор, клипсу с надписью Open мы тянем вниз. Дальше, чуть выше этой клипсы есть заглушка резиновая, которая закрывает разъем Type-C, который можно непосредственно включить и заряжать рацию. И заглушка, единственное, что минус в том, что заглушка резиновая, она ничем не прикреплена, то есть ее можно, конечно, немножко потерять. Вот. Но тем не менее она присутствует, она закрывает разъем. Как я говорил, на аккумуляторе есть боковые контакты и есть нижние контакты, подпружиненные в стакане. В них как раз четко садятся аккумулятор или рация с аккумулятором. С боковой части здесь есть разъем типа Kenwood. Откручивается резьбовая заглушка. Точно так же резиновое уплотнительное кольцо для того, чтобы не проникала сюда влага. Передняя часть рации дисплей.
решеточка динамика. Вот, в нижнем углу у нас микрофон и клавиатура. С внутренней части она полностью вся залита здесь вот герметиком для того, чтобы не проникала влага. С этой части у нас есть клавиша PTT и две сервисные клавиши, обозначенные точкой одной и двумя точками, соответственно, для выделения. С верхней части у нас, точнее, линзованный светодиод, он же фонарик, антенна и крутилка включения и регулировка громкости рации. То есть при включении, сейчас еще раз включу, покажу, отображается, ну, в данном случае напряжение аккумулятора. В настройках можно это поменять, либо сделать заставку приветствия какой-то, либо информационную заставку, либо выбрать при включении будет показывать напряжение аккумулятора остаточное. Что еще? С коробки рация идет с следующими характеристиками. По частотам от 144 до 146 и в верхнем диапазоне 430-440 МГц. Но в принципе здесь можно сделать небольшое расширение. Делается это следующим образом. При выключенной рации зажимается клавиша F и клавиша 4. Сейчас я покажу. Клавиша F и клавиша 4. Если зажать их две и включить рацию, можно будет вводить уже диапазон частот от 136 до 480. То есть нижний диапазон 136-174, верхний диапазон 400-480 МГц. Так, а для того, чтобы отключить эту функцию, нам нужно нажать, опять-таки выключить рацию, нажать вторую сервисную клавишу, нажать лок и включить. То есть демонстрируем. С коробки рация идет залочена, так сказать. Ну, к примеру, допустим, давайте введем сейчас этот нижний порог частоты 136-100. Сейчас, секундочку. 136 0 0 0. Сбрасывает. Точно так же давайте попробуем введем самый высокий порог частоты. Здесь 480. Точно так же сбрасывает. Сейчас мы ее выключаем. Нажимаем F4 включить. И теперь повторим точно такую же процедуру. 136. Ой, сейчас, секундочку. 136. Раз, два, три. Все, у нас открыто нижний. И теперь верхний. 480. Раз, два, три. Все. Рация разлучена. Изначально, когда рация с коробки, мы ее достаем, вот, у нее канальный режим включен. Каналы можно добавить с помощью кабеля и программы. Для ввода, ручного ввода, мы нажимаем клавишу вот, решетка радио. После нажатия клавиши решетка радио, нижняя правая клавиша, возле частоты уже будет не номер отображаться, а надпись VFO. То есть, когда светится надпись VFO, мы можем вводить уже в ручном режиме необходимую нам частоту. Ну, к примеру, допустим, 433. Для примера. Раз, два, три.
Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Проверка связи. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Проверка связи. Раз, два, три, четыре, пять. Так, это вкратце то, что я хотел рассказать в сегодняшнем видео. Рация очень интересная. В следующем видео, оно выйдет очень скоро, я хочу пройти полностью по меню и функционалу этой рации. Оно довольно-таки, с одной стороны, простое, с другой стороны, рация довольно-таки функциональная. И я же говорю, что очень интересно. Мне очень понравилась данная модель. Ну, это же два близнеца. TAT TH-UV99 и Retevis RA89. Это два близнеца, в принципе. У них стоит все, в принципе, одинаково. У них они работают на одном процессоре. Кстати, первое, если я ошибаюсь, может быть, кто-то поправит меня, но я делал запрос. Немножко отклонение такое. Рация TAT TH-UV99. Первые рации шли таким синеньким ободком антенны. Кто рассказывает, что антенны грелись, а кто-то говорит, ничего там не грелось, это все ерунда. Вот. Но, по крайней мере, сами продавцы утверждают, что в первых 99-х рациях шел другой процессор. Вот. А уже в новой модели UV99 и, соответственно, в этой модели Retevis RA89 уже используется новый чип Beacon BK4819, если я ошибаюсь. Могу ошибаться. Ну, то есть один из последних вот чипов, в принципе, который и используется вот в таком Quansheng. Так что, дорогие друзья, на этом все. Вкратце, очень хотел вкратце, но не получилось совсем вкратце. Вот, в следующем видео более детально уже будем разбираться с этой рацией. Все. Всем счастливо, мирного неба. Всем пока.